Большинство женщин сюда приезжают к кому-то. Ну, как я попала? На самолете прилетела, целенаправленно жить. Мы так сядем. Сядем. Один жених. Буквально несколько вопросов. 15 минут. $500 000. Клади, давай, клади. Я и так сбиваюсь еще. Давай. Я же волнуюсь, давно очень хотела с тобой увидеться, знаешь? Да ладно? Ну как, это у меня, знаешь, сколько сейчас приятных чувств? Ну, Не, от отлично. приятности. Ну давай, выпей. Чуть-чуть давай. А нет, пусть будет красиво, давай начнем, Хорошо. да? Дорогие друзья, всем привет из Египта, с вами Виктория. И сегодня у нас в гостях самая обаятельная женщина Хургады Ганна Фунтовая. У нее очень необычный бизнес, сейчас вы все узнаете. Кроме того, она ведет канал в YouTube и 17 лет живет в Хургаде. В общем, сегодня будет потрясающий интересный разговор. Ну, в общем, Ганна, поздоровайся. Привет всем подписчикам Виктории. Да. Ну вот расскажи немножечко, как ты попала сюда в Хургаду, и как вот ты вышла замуж, и, ну, в общем, давай сначала все. Ой, это будет лекция, Лекция, да? на неделю. Ну, они любят так слушать. Ну, как я попала? На самолете прилетела, целенаправленно жить. Серьезно? Да. Это Именно было в 2005 году. Именно Египет? Я влюбилась в Хургаду, в Египет по интернету. Серьезно? Да. Да. То есть ты Я не кому-то, обычно большинство... Не-не, знаете, почему я так спрашиваю? Потому что, ну, Ганна, скажи, что большинство женщин сюда приезжают к кому-то. Там где-то их подцепили в море, в автобусе, на какой-то там, правда же, в отеле. Я думаю, что по-разному. Ну, большинство так. Мне сложно сказать, может быть не большинство, может 50 на 50. Есть действительно много девушек, которые приезжают сюда уже целенаправленно, после того, как они здесь побывали, встретили своего принца, а потом переезжают сюда выходить замуж. Но я знаю огромное количество людей, которые, не только женщин, но и мужчин, которые приезжают сюда по своим причинам, чтобы здесь жить. Ух ты, как интересно. Кстати, вы знаете, что скоро наша Хургада через несколько лет будет 1 000 000. Да? Да. Сколько сейчас, я, кстати, не знаю. Сейчас, наверное, 1100. Нет, больше. Больше, да? Ну, наверное, 150, но не больше. Больше. Больше, чем 150 Я тысяч? родом из города Никополь, там вот, когда я туда уезжала, было около 150 тысяч Серьезно? населения. Больше, Это да? Здесь в разы больше. Ну, 200. Только где они? Ну как где? Не, Где-то ходят все. Не, ну 200 это уже много, серьезно, 200. Нет. Да не, Я слышала цифру 350. И 350? вот мне это кажется больше подходящее, а может даже к 500 000. Но это так, по ощущениям. Точно цифры я не знаю. Мы посчитаем. Ганна говорит 300 тысяч, я говорю, что 150, в общем. Но через несколько Я из лет... города, где 150 тысяч, ты можешь там идти очень долго, одна по улице, и никого не встретить. А, да? А здесь же какая движуха. Здесь туристов много. Ну, туристов много, конечно, но а если ты поедешь там в какое-то нетуристическое место, вот в Дахар. Я вчера ездила с мужем в Дахар, делали мы там видео вечером, в 11 вечера. Ну, там движуха как... Движуха, да. Дорогие друзья, это мне сказал агент по недвижимости. Скоро Хургада будет миллионник. Вы поторопитесь занимать ячейку в этом прекрасном городе, правда же, да? Ну, ячейку пораньше же занять, правда? Ну, если кто планирует, то да, потому что и цены на недвижимость растут. Даже если вы не планируете, вы внимательно посмотрите на сейчас, где мы сейчас находимся с Анной. И быстренько меняйте свои планы. И быстро приезжайте, продавайте, пока не поздно, свою недвижимость, покупайте здесь, в общем, и да будет вам счастье. Вот я просто влюбилась в Хургаду по интернету и решила переехать сюда жить. Серьезно? Но это был 2005 год. 5-й год, по-другому еще все было, Все было очень по-другому, и в Украине все было на тот момент не очень стабильно. Помню, была одна революция, другая революция. Причем я родом из такого небольшого города. Я бы могла, конечно, переехать в Киев, и я уверена, это было бы, наверное, даже самое правильное решение, потому что Киев – это столица, там совсем другая жизнь. Или во Львов, например. Ну да. Но вот почему-то мне очень захотелось вообще переехать куда-то далеко-далеко. Я искала варианты. На тот момент же не было ни соцсетей, ничего. То есть ничего совершенно не было, да. Я помню, я ходила в какие-то туристические компании, которые были в нашем городке, узнавала, куда вообще теоретически можно мне уехать. Мне было тогда 27 лет, и мне сказали, даже не думай. Я думала про Германию. У меня там были какие-то знакомые. Но я помню, директор турагентства сидит такой в печали, просто в унынии, говорит, что
буквально вот сейчас я получила информацию о том, что, говорит, у меня 90% я направляю сейчас в Германию туристический автобус из нашего города, и 90% людям не дали визу. Говорит, я не знаю, что мне делать. Просто не давали визу тогда. Говорит, ты молодая, не замужем, даже не мечтай. Я поняла. То есть я даже немца от... Да, то есть не было возможности даже просто туристам поехать посмотреть. Ну, в общем, я разные варианты рассматривала и нашла такой вариант, как Хургада. И он мне идеально подошел, Да. этот вариант, потому что для меня очень важно теплая погода и море. И море. А как ты вот со своим мужем познакомилась? Это уже было спустя 4 года моего постоянного проживания здесь. А какие сложности были вот в самом начале? Вот молодая девушка, красивая, интересная, видная. Вот в начале, вот как ты тут приживалась? Вообще никаких сложностей. Серьезно? Ну, возможно, в силу склада моего характера я, возможно, как мне говорили, немножечко авантюрист в том плане, что я когда сюда приехала, у меня в кармане было 100 баксов. И я приехала с билетом в один конец, считай. Сняла квартиру, да? Сначала я приехала в отель. И пока я жила в отеле, я уже нашла работу. И будучи туристом в отеле, я уже ходила на работу. Да, и какую работу? Первая моя работа, я устроилась гидом на экскурсию морскую Эльгу. Год я там отработала. Там же я познакомилась с другими девчонками из наших стран. С одной девчонкой сначала, то есть у меня завтра выезжать из отеля, я еще не знаю, куда я жить буду. Серьезно, И да, одна девушка говорит, что я как раз ищу вторую девчонку, у меня квартира с 2 спальнями, кто будет со мной наполовину платить квартиру и жить. И вот первое время мы так жили. Ну и потом пошло по накатанной. Все было очень просто. А как с мужем познакомилась? На работе. На работе, да? Да. И ты сколько вы лет уже вместе? Боже, мы в 2009-м поженились, уже 13 лет. И как тебе жизнь с египетским мужем? С моим нормально. Я знаю, ситуации бывают разные. Я вчера позвонила Ганне и говорю, Ганна, ну ты можешь что-то такое сказать плохое, вот, ну компрометирующее немножко про своего мужа? Она говорит, ты представляешь, говорит, ничего не могу. Скукотища. Да, в общем, у нее очень такой обычный, спокойный мужчина, нечего вам рассказать, дорогие друзья. Ганна вся в своем бизнесе. И сколько лет ты занимаешься этим? Первое, мы начали заниматься свадьбами, по-моему, в 2010-м. Да. Если вы решите выйти замуж, то Ганна вам все организует. Но мы не женим официально, мы просто делаем красиво, символические свадебные церемонии. Это еще главнее. И вручаем сертификат свадебный от Нептуна. И потом уже, когда у нас свадьбы начали происходить бесконечно часто, я заставила мужа уволиться с работы. Это было сложно. Да, и полностью перетащила его в свой бизнес, и мы начали вдвоем активно всем заниматься. Но без его помощи, на самом деле, у меня бы ничего не получилось. Ну, понятно. То есть я придумываю, что делать, а он придумывает, как сделать. Да. И он очень активно мне во всем помогает. Ну, даже не помогает, он полноценный член команды. То есть мы вдвоем, это мы команда. На сегодняшний день так. И когда мы уже начали заниматься, у нас через пару лет у нас было уже по свадьбе в день. А года через 3 у нас даже были дни, когда 2 свадьбы в день. То есть мы уже наняли 2 команды. Да, то есть постоянных сотрудников. Это было безумие, конечно. Слушай, скажи, пожалуйста, а бизнес можно открыть, допустим, на нас или обязательно? Можно, конечно. Это важный момент, кстати, потому что как-то мне кто-то сказал, что только на египтянина. Нет. Иностранцев для Египта открывают свой бизнес полностью на себя. В нашем случае мы открыли бизнес на имя мужа, потому что я не хочу бегать по налоговым и всем. О, кстати, вопрос. Как здесь с налогами? Высокие налоги или нет? Ой, там я даже не вникала. Копейки, мне кажется, не очень, да? Я художник. Ну, мне кажется, немного. Не знаю, смотря какой, там много нюансов, смотря какой бизнес, да. Но у меня этим всем занимается муж. Он вот буквально вчера он ездил к бухгалтеру, они там что-то составляли для налоговой. Потому что вот у меня знакомая, у нее салон маникюр она делает. Она говорит, что там платят недорого совсем. Кстати, бизнес здесь держать очень выгодно, намного дешевле, чем у нас. Да, а потом, когда у нас свадьбы начали просто каждый день, и то по 2 в день, мы постоянно заказывали цветы, и у нас постоянно были проблемы с местными магазинами. Как это? Ну, потому что они делают не то, что ты заказал, или они забыли, или они опоздали, или они не того цвета сделали, или они сделали из сдохших цветов, или еще что-то. В общем, мы психанули, открыли свой магазин цветов. Да, кстати. Слушайте, ну это же классно, как получается, один бизнес в помощь другому бизнесу. Да, ну супер.
И вот сейчас, сейчас у нас, кстати, рулят цветы. Цветы, да? Цветы онлайн. Рулят. Онлайн? Да, мы работаем в формате онлайн. Потом, когда корона началась, мы магазин закрыли. И это оказалось к лучшему, потому Дорогие что... друзья, все координаты Ганны будут под видео. Вдруг кто-нибудь приедет в отель. Так что, в общем, Да. онлайн служба работает. Мы да? перешли на формат онлайн, у нас тоже команда, и все очень хорошо. У меня 50% женщин, 50% мужчин. Не, серьезно, у меня статистика такая. И Аналитика, да, YouTube? Что? Аналитика. Да. И вот женщины пишут: Виктория, хочу там выйти замуж в Египет, там вот у меня жених есть, переписываемся. Вот, ну, что бы ты посоветовала? Ой, я такая старомодная бабушка прямо в этом вопросе. Я не верю в любовь по интернету. Я так вижу эту ситуацию, что чтобы думать о замужестве, нужно просто приехать и с человеком побыть долгое время в разных ситуациях, правильно же, Безусловно, нужно человека увидеть, и не только человека, но и его окружение, где он живет, с кем он общается, прочувствовать его не только семью, по переписке, быть, да? безусловно, и семью, конечно, и семью увидеть, потому что в переписке он может быть кем угодно, ну а когда вы рядом с ним увидите, в каком пространстве он обитает, как он общается, может быть, он общается как... я не знаю, некультурно, некрасиво. Ну, да. Вот здесь еще проблема в языковом барьере. Поэтому, вот честно, откатываясь назад в свою юность, я бы сказала, что, девушки, советую вам выбирать мужчин из своей страны. Да? Конечно. Такого же языка, которые в детстве читали те же книжки, получали такое же образование, которые знают все, что знаете вы, Одни и те же мультики которые с смотрели, вами одинаковые ментально, у вас одинаковая культура, и вы понимаете 100%, о чем он говорит. Да, да, я, кстати, согласна с Ганной, абсолютно. Это самый идеальный вариант — выбирать себе пару среди своих. Да, вот такая антиреклама египетским мужчинам. Нет, безусловно, тут есть хорошие семьи, хорошие люди, конечно же, но сложнее понять. Понятно. Сложнее, вам будет просто сложнее понять, и именно почему здесь огромное количество громких разводов со скандалом. Да? Ну, потому что, вот, ну, Прям конечно, серьезно, да? ну, конечно, ты сама это знаешь. Огромное количество. Потом наши девчонки плачут. Почему? Ну, вот потому что просто не того выбрали. Он вам не подходил. А вам показалось, он вам изначально не подходил, а вам показалось, что подходит. Ну, потому что вы не можете до конца оценить. Возможно, точно такой же человек, но говорящий на вашем языке, у вас, в вашем родном городе, вы бы уже на него смотрели по-другому. Потому что вы бы его до конца понимали. А здесь, мне кажется, из-за этого недопонимания, из-за культурной разницы, вот потом сначала эндорфины, любовь, это затмевает глаза всем, естественно. Но если бы вы говорили на одном языке, у вас бы была какая-то одна общая база, вы бы уже больше определили изначально, подходящий это для вас человек или нет. Приходите, назначайте встречу, собеседование. Мы с Викторией будем сядем. Один жених. Буквально несколько вопросов. 15 минут, следующий жених. Да, слушай, нет. Слушай, а давай сделаем с тобой агентство знакомств. Как это? Свадебное агентство знакомств. Боже упаси. Боже упаси, да? Ну, я со своими талантами, ты со своими будет. Нет. Неблагодарно это дело, поверь. Проклянут. Проклянут, да? Ну ладно. Ладно, не, вы еще не готовы. Просто так вам поможем как-то. Мне уже миллион раз говорили, это когда я начала заниматься свадьбами, мне говорили: все, а теперь открывай агентство знакомств. Нет. Да ты что, представь, как это ответственно, правда? Да ну ты что, нет. А тем более тут. Потом еще скажут, что вы там развратом каким-то занимаетесь. Сводничеством. Сводничеством? Не надо. Да. Не хочу. Не готовы мы, не готовы. Сами, как взрослые люди, сами знакомятся. Слушай, вон человек плавает. А ты, кстати, плаваешь зимой? Нет. Нет? Я не морж. А я плаваю. А главное, ты морж? Да, главное делать систематически это. Мне холодно. Холодно? Я плаваю только, вот когда вода, как парное молоко. Какой смешной, он хочет в кадр, видишь? Ну пусть идет. Иди сюда. Если хочет. Ахмед, да? У египетских мужчин есть такая особенность, они все очень любят камеру. И если где-то идет съемка, они обязательно где-нибудь будут крутиться. Серьезно, это все. Сейчас все женщины тебя увидели, они придут. 500 000. Я тебя потом переведу. I will translate later, окей? Хулиганка Виктория. Ну да, у меня идеи на ходу рождаются.
Это правда, они очень любят камеру, они где-то будут мелькать. Да ну не все. Так, ну большинство. Ну, когда мы снимаем, ты же тоже по городу ходишь, снимаешь, Ну. как и я, да? Ну да. То есть некоторые, да как везде, некоторым по барабану просто глянули, ну снимают, ладно. Некоторые хай, а некоторые прячутся. Да, Вот буквально вот вчера. Ну да. Некоторые прям, ой, не дай бог, я там в кадр Ну, люди разные везде. Мы с Ганной друг друга знали только онлайн, так, наблюдали друг за другом, но я очень давно хотела с ней встретиться. И вот я встретилась, я сейчас испытываю столько приятных чувств, прям вау-вау. Так что, если что, задавайте нам вопросы. Мы прям будем садиться и вместе разговаривать, да? Конечно, без проблем. Так что вот так С удовольствием. Такие мы будем ваши первые подружки, даже, да? Да, ваши первые подружки в Египте. В Египте. Онлайн-подружки. Онлайн-подружки. Да, скажи, как хорошо, смотри, море бирюзовое, там яхты. Вот, в общем, Да. не, ну все равно, египтяне, они же такие теплые, они создают, дают, улыбаются, много атмосферы, это Конечно, добра, правда? это безусловно. А в целом эта нация более добродушная. Добродушно, потому что, я 19 лет прожила в Москве, как бы... Ужас. Да, там такие холодные лица. Ты идешь по Москве, и тебе уже так грустно, уже в конце дня у тебя точно депрессия от Каменный бетонный от город. тех лиц, которые ты видела в течение дня. Ты уже, в общем, грустный от того, что все так грустно. А тут улыбаются, все улыбаются. Я была в Москве очень много раз, я даже не знаю сколько, Да? огромное количество раз, да. Я вообще не понимаю, как люди раньше вот туда рвались жить. И как можно... Ой. Не-не-не, Ничего, не хочу плохого сказать о людях, конечно, люди везде разные, но как там жить, я не понимаю. Самое интересное, как там жить? Самое Это интересное, ужас. что те москвичи, которые с деньгами, они уехали давным-давно. Остались те москвичи, у которых не очень много денег, или, не знаю, там по каким причинам не смогли уехать. Но те, которые люди с деньгами и умные, Россию покинули давным-давно. Те, у которых нет денег, они приедут в Хургаду. Ну, я тут поспорю, без денег в Хургаде тоже как-то не получится. Нет, так что они уже будут делать, лепешку с сыром купят. Слушай, вот у меня язык, правда? Чик-чик-чик-чик. Ну, что сделаешь? Что имеем, то имеем. Чем занимаются здесь мужики? Чем занимаются, Ну, кстати? которые здесь живут. Чем занимаются? На съемки ездят, что-то по дому делают. Действительно, чем тут заниматься можно? Сейчас же здесь столько приехало, просто Очень много. если раньше Хургада была город женщин понаехавших, то сейчас город мужиков понаехавших. Да. Да, у нас очень много мужчин, которые, в общем, полюбили Египет в последний год. Да, очень полюбили. И причем молодые. Да, молодые. Так что, в общем, приезжайте. Тут много мест, пустыня большая, безграничная, приезжайте. Ой, да, Хургаду можно строить во все стороны. Бесконечно, Только, правда? да. Я думаю, они в основном онлайн чем-то, на удаленке, наверное. Да. Кстати, вот очень часто женщины спрашивают, мужчин мы ответили онлайн, что-то делают там по дому здесь и на съемки ездят, правда? Потому что здесь очень хорошие подработки есть. Съемки там в Хургаде, в Каире платят от 1000 фунтов. Это неплохо. В день 1000-1500 фунтов. Ну, нормально? Тут Для жизни хватит, в принципе. Да, фильмы снимают. Наверное. Египетские режиссеры, мои коллеги снимают фильмы. Слушай, а теперь скажи, вот женщины, чем тут женщины могут заниматься? Вот, скажи, вот наши. Да кто чем? Я знаю огромное количество женщин, которые занимаются домашним хозяйством, и исключительно обеспечивая собственную семью вкусняшками, Вкусняшками. в общем, домом. Занимаются домом. Их мужья работают. Домашняя работа. Еще, то есть еду продают, да? Нет, это другое. Я имею в виду, что дома сидят. просто дома сидят, занимаются дома. семьей, детьми, детей воспитывают. Домоседка, Домоседка. Домоседка. Домохозяйка. Что-то я хотела соединить. Много слов в одном. Да, домоседка, хомохозяйка. Домохозяйка. Очень много женщин, которые делают продукты, еду на продажу. На продажу. всевозможную. Мы тут так живем, друг другу что-то продаем. Да. Дальше. Рукодельницы всевозможные. Рукодельницы, связать, само собой. Дальше. Ну и не в только, отелях. там и шьют, и В отелях, подожди. кто-то картины пишет. Подожди, там. в отелях. Что? В отелях работают наши. А в отелях, в туризме Шьют работают. хендмейд, Всевозможные хендмейд, Handmade. да, продают. Ярмарки всевозможные, Ярмарки. там группы свои какие-то в соцсетях делают, за продают. детьми следят. За детьми следят. Собак выгуливают. Да. Еще берут на передержку собак, Передержка котов. животных, да. Записывайте себе наши профессии египетские. Педагоги, которые В школах. и в школах работают, плюс занимаются репетиторством дома.
Помощница по хозяйству. Помощницы по хозяйству, да. 8 уже, 8. Что еще? За детьми следят, я сказала, да? Да. Няни. Тут, кстати, это очень Гиды востребовано. всевозможные на разных экскурсиях. Парикмахерсы, да? Салоны красоты. Салоны красоты. Гиды, да? Гиды на разных экскурсиях. Потом в магазинах продавать, да? Продавцы в магазинах. Во Уже всевозможных. 11, что еще? Ну, опять же, удаленка. Большая часть, мне кажется, на удаленке. Удаленка, да, большая часть. 12 мы насчитали с Ганной. Смотрите. Блогерство. Блогерство. Если вы ни в какую из категорий не подходите, и у вас Блогерство, подвешенный да. язык, вы можете быть блогером, да. 13. Ну, мы нормально преподнесли. Правда же, да? Много, да. Ну, еще что-то есть, чего мы не вспомнили, конечно. Да? Ну, наверное, да. Что-то есть. Что-то есть. Ну, да. Первое мы сказали, что можно выйти замуж и сидеть дома, да? Да, домохозяйки. Домохозяйка, ну это да. Да. Ну вот, так что... Море, дайверы, дайверы, девчонки есть, и мужчины, и девчонки. 14, да? 14. Кайтсерфинг, йога, йога, фитнес-тренер. фитнес-тренеры. 15. Да, ну вот спортивное такое. 15, ну да. По сути, Инструкторы, тренеры. инструкторы, тренеры, массажисты. Да. 16-й массажисты. Огромное количество здесь Правда, массажистов массажисты? хороших, да. Ну, значит, все мы сказали. А некоторые в медицину идут, в да. профессиональные доктора, Да? как Наталья, 17. украинец. Наталья украинец. Не знаешь, что ли? Нет. Да? Гинеколог. Гинеколог, да, наш? Да, самый лучший гинеколог в Хургаде. Да, ну вот видите, у нас тут самый лучший гинеколог. Она Украинка, украинка, да, у нее и фамилия украинец Да, даже. супер. 17, мы насчитали 17, врачи еще последние. Ну, Врачи, всё. медсестра, есть, я Медсестра, знаю, ага. украиночка работает. Смотреть за стариками можно здесь? Есть такое, нет? Не знаю, не слышала. Да, мы такое не слышали. Может быть и есть, но я вообще не слышала никогда. Так это не все, это только что мы вот так вспомнили только что, а может быть у вас есть такие профессии, что будете первыми здесь, поэтому говорю, Конечно. приезжайте, здесь пока недорогая недвижимость, правда же, да, пока вот? Ну, слушай, сложный вопрос. Есть дорогая, есть недорогая. Ну да, есть дорогая, есть В зависимости, недорогая. тут же каждая недвижимость в зависимости от миллиона нюансов. да. И в каком районе располагается, и это просто отдельно стоящий дом какой-то обычный, да, или это шикарный жилой комплекс с бассейнами, ландшафтным дизайном, охраной, полностью все обслуживающие компании, да, то есть это уже будет другая цена. У тебя окно выходит на море вот прям сразу, да, или на свалку. Мусорка, То есть да. от этого зависит цена. Цена, да. То есть там за метр будет там где-то в Сахле 1 квадратный метр, если стоит там $1,500, да, то в Дахаре с видом на помойку где-нибудь это будет совсем другая цена за квадратный метр. Да. Свадебный. Дорогие друзья, мы вот сейчас от всего сердца вам обещаем, что мы с Ганной будем систематически встречаться, показывать разные интересные местечки в Хургаде. Да, Ганна? Говори да. Ну, обещай. Ладно. И вы можете задавать вопросы или писать, чтобы вам было интересно. Ну а мы с Ганной будем это выполнять. В общем, пишите список пожеланий, а мы вот все будем делать. Скоро с ней еще встретимся, еще. Ну что ж, а вы в свою очередь подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И напомню вам, что каждый из вас может стать спонсором моего канала и, в общем, немножко поддержать мой Можно канал. и немножко, да? Да, можно и немножко. Там всего, кстати, минимум это $1 в месяц. Так что, дорогие друзья, в общем, следите за нами, не теряйте нас. Мы вас любим. Пока-пока. До скорых встреч!